мой друг, я Алена. Для тебя сегодня 2 пирога. Хрустящее рассыпчатое тесто, много сочной, фруктовой, ароматнейшей начинки с воздушной шапочкой безе. Вот эти ингредиенты мы берем и сразу включаем духовку. Разделяем яйца на желтки и белки. Убираем белки временно в холодильник. В муку всыпаем крахмал. Ты со мной? Подписывайся на мой канал. Спасибо за твой лайк. К желткам мы добавляем сахар, ванильный сахар. Перемешаем, чтобы желтки стали пышными и превратились вот в такую пену. Теперь сюда добавляем сливочное масло. Посмотрите, оно у меня комнатной температуры. В микроволновку на режим разморозки 15 секунд. И вот у меня получилась такая консистенция масла. Посмотрите. Видите, оно вот такое мягенькое. Это вам от меня лайфхак. Масло можно брать и холодное, но вам тогда придется его дольше вымешивать. Секунд 20 так помешайте. Вот такая консистенция получилась. Добавляем муку с крахмалом. Примерно где-то в 2-3 приема. Вначале просто вот так венчиком, а потом руками. Если у вас тесто не будет клейким, можно добавить буквально 1-2 столовые ложки молока или просто воды. Вот такое тесто получилось. Можно его поставить на 10-20 минут в холодильник, чтобы оно немного застыло. Тогда вам будет легче его в форме выкладывать. Берем форму разъемную, вот такую глубокую. Беру кусок пергаментной бумаги, вот так его вдавливаю. Он у меня будет и для донышка, и для бортиков. Лишнее отрезаем ножницами. Мое тесто полежало 3 минуты в морозильной камере. Больше не надо, иначе оно начнет затвердевать по краям. Видите, оно мягкое, но при этом уже не липнет к пальцам. Видите, я в центре начинаю прижимать. Вот просто так пальчиками все получается. И подвигаю от центра к краям. Делаю это быстро, чтобы тесто не начало опять согреваться. Можно также использовать стакан с плоским донышком. Теперь делаем бортики. Вот так берем, подвигаем к краям. И вот так немножко я подтягиваю вверх. Видите? Вот так просто руками. Обратите внимание, бортики невысокие. Отправляем в духовку на 20 минут 180 градусов. Берем 5 средних яблок. Нарезаем яблоки произвольными кубиками. В глубокую сковороду кладем 2-3 столовые ложки сахара. Вот так распределю сахар по донышку. Подожду, пока он начнет плавиться. Добавляем кусочек сливочного масла. Нам надо вот такой светлый карамельный цвет. Ой, какой запах карамельный пошел. Вкусно пахнет. И теперь вот сюда выкладываем яблочки. Перемешиваем. И вот так тушим вместе 5-7 минут. Яблочки должны стать полутвердые. Добавляем корицу. Примерно пол чайной ложки по вкусу. Лимонный сок у меня вот такой в баночке, можно просто из лимона, если у вас яблоки очень сладкие. Достаем корж, он слегка подсох, но еще не полностью приготовился. Взбиваем белки, постепенно добавляем соль, щепотку. И сахарную пудру 50 грамм. Вот такие стойкие пики получаются. Выкладываем вместе с вот этим вкусным таким получившимся карамельным
яблочным соком. Взбитые белки выкладываем сверху пышной пенкой. Распределяем от центра к краям. Вот такими полукруговыми движениями делаем сверху любой приятный узор. Вот так, видите, я ложкой приподнимаю, и оно за мной цепляется. Отправляем в духовку еще на 20-30 минут на 160-170 градусов. А вы любите консервированные фрукты? Предлагаю нарезать персики. Лучше, конечно, покупать сразу уже кубиками. Точно так же можно сделать и с консервированным ананасом. Выкладываем персики на основу. Можно немного полить соком. Белки. Вот такой красавец получился. Чтобы безе лучше держалось, даем остыть прямо в форме. С формы пока я не достаю. Пирог с яблоками. Он очень сочный. Пирог с персиками. Верхний слой прямо прогибается, пыхтит. Слышно прямо как лопается безе. Оно настолько нежное, мягкое. Прямо тает во рту. Они такие праздничные и вкусные. На следующий день вот я уже разрезала пирог. И вы видите, что проступили такие маленькие капельки, как будто бы слезы ангела. Какой пирог тебе понравился больше? Ты со мной? Подписывайся на мой канал и ставь лайк. Пока-пока!